Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Отвечаю сегодня на вопрос одной из наших зрительниц на возмущение, почему я не рассказываю о том, как и когда я подкармливаю томаты. Ну, хочу сразу же сказать, что у меня нету буквально так вот подкормка такая-то, выполняем то-то, то-то. У нас постоянно процесс технологический, мы все это рассказываем, названия совсем другие. К примеру, вот мы обрабатывали кальцием для того, чтобы не развивалась вершинная гниль. Это было совсем другое название, это не подкормка, а просто мы рассказывали о том, как защитить растения от вершинной гнили. Ну вот я подготовила вот такой список, что мы делали. Есть, кстати, плейлист у нас «Томаты. Секреты успешного выращивания» и так далее, там уход. Вот этот плейлист, надо опуститься в самый низ плейлиста и посмотреть, что мы делали в 2021 году. Ну, начинали мы вот закладку томатов именно с момента, когда мы подготавливали почву. То есть мы собрали урожай и сразу же закапывали зеленую массу, добавляли деструктор целлюлозы, затем посеяли сидираты через неделю. Ну и ранней весной у меня был фитоспорин с агаром. Я просто пролила вместе с теплой водой почву. И затем у меня фитоспорин закончился, агар тоже из магазина дешевый исчез, но закладка была хорошая, работа с грунтом хорошая. И далее что мы делали? Мы высаживали, и тоже есть видео о том, когда мы высаживали. Вот эти два ряда мы высаживали раньше. Первые вот эти два ряда высадили 24 апреля, а 2 мая уже высадили вот там все остальные томатики, они даже видны. Время посева у нас тоже это все было и есть в нашем плейлисте по томатам. При посадке мы использовали мясокостную муку, рыбную и кормовые дрожжи. Это тоже очень хорошая подкормка. То есть мы закладываем фундамент не для того, чтобы потом бегать поливать, а в почве все эти витамины, питательные вещества, все это есть, и мы их закладывали, и потом растения. Кстати, было очень холодно, и мы даже не поливали в ущерб большим томатам. Пусть они будут маленькие, первые грозди, но зато мы сохранили растения, иначе бы они заболели, если бы был полив. И у нас была неделя очень холодная погода, ночью +8, +9, +10, днем 12 градусов, это было очень холодно. И потом мы показали, после того, как посадили рассаду, мы провели полив, подкормку молочной, раствор 10 литров воды плюс 300 мл свежего молока. Это тоже есть. И добавляла в раствор трихофит. Это триходермин. Для того, чтобы в почве при поливе, если резкая жаркая погода, поднимается из почвы, если что-то есть, да, кстати, двери открыты, и с огорода, с воздухом могут сюда же залететь различные споры грибковых заболеваний. Поэтому мы таким образом защищались. И последняя обработка у нас была защитная 3 июня. Я 9,5 литров воды взяла, пол-литра трихофита, это триходермин, и добавила 15 мл овощного и 15 мл бора. Это не борная кислота, это бор, это специальное удобрение. Я уже вам рассказывала о том, что мы используем именно органические удобрения. И, естественно, тестолип, это прилипатель органический. Затем у нас было видео, это совсем недавно, 5 июня, кальций плюс гаупсин. Кальций тоже сработал. И растения, видите, как плоды у нас не болеют. Нормально формировка идет. Кстати, там уже первый плод будет красненький, скоро, через пару дней будем собирать. Ну, а сегодня я готовлю молочный коктейль на вечер, потому что у нас снова идет циклон, понижение температуры. Мы уже думали, что будет тепло, использовать мульчу, но нельзя, в связи с похолоданием нужно дальше снова же прогревать почву, для того, чтобы потом уже засыпать мульчой и провести ряд мероприятий. Об этом будет позже. Ну, а о молочном коктейле я вам расскажу вечером. Его можно сделать каждому и использовать тоже каждому. Ну что ж, я прощаюсь с вами. Я просто назвала еще раз, что мы делали. Это все есть в плейлисте «Томаты».
Кстати, год на год не похож, потому что постоянно меняются погодные условия, и нужно под эти погодные условия настраиваться, подстраиваться и, естественно, менять технологию в плане того, что в основе-то в почве все, а далее вот мы все зависит от того, какая погода и что нужно делать срочно, чтобы растения нормально себя чувствовали, были здоровы и плодоносили. Раиса Гринченко, Александр Волик подготовили это видео. Мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. До новых встреч в новых видео.